Приветствую, друзья! Фигура голова и плечи на графике биткоина, о которой я впервые рассказал в ноябрьском ролике, начала свою отработку. В том ролике я предупреждал, когда фигура сформируется, мало не покажется. Мало и не показалось. Биткоин рухнул на 30 тысяч долларов за 9 дней. Сейчас биткоин торгуется в районе 63 тысяч долларов. Эфириум укатали до 1800 долларов, а альткоины раздают практически даром. Сегодня мы разберем главное, почему рынок летит в пропасть, достигли ли мы дна и что делать с криптой прямо сейчас. Разберем без воды. Начнем с базы. Почему криптовалюта так сильно скорректировалась? В прошлом ролике и в статье перед ним я озвучил потенциальные риски, которые могут привести к обвалу крипторынка. Часть из них уже отработала. Первая причина обвала – это отчеты крупных технологических компаний. Старички рынка знают, что у криптовалюты сильная корреляция с фондовым рынком США, особенно в моменты снижений. В прошлом ролике я рассказал, почему декабрьские отчеты Oracle и Nvidia вызвали у инвесторов серьезные опасения, и предупреждал, что каждый новый сезон отчетности – это возрастающий риск разочарования инвесторов. С учетом того, что всего 5 компаний – Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon и Google – составляют более четверти капитализации S&P 500, это разочарование будет стоить финансовым рынкам очень дорого. Отчет Nvidia выйдет 25 февраля. Остальные бигтехи уже отчитались. Все финансовые отчеты, кроме отчета Amazon, оказались заметно лучше ожиданий. Но инвесторов это уже не устраивает. Акции всех этих компаний все равно скорректировались после публикации их отчетов. Это ударило и по крипте. Если отчет Nvidia, который остался последним, окажется хуже ожиданий, то это приведет к резкому проливу и фондового рынка США, и криптовалюты. На сегодняшний день это самая дорогая компания мира, с капитализацией более 4,5 триллионов долларов. Вторая причина обвала крипторынка – это геополитика. В прошлом ролике и в статье, которую я опубликовал в самом начале года, я предупреждал о рисках для рынков, связанных с Гренландией и Ираном. Если ситуация с Гренландией временно затихла, после чего фондовый рынок США даже обновил максимумы, то с Ираном все еще очень далеко от завершения. Уже более 2 недель между США и Ираном идут напряженные переговоры по поводу ядерной сделки, и Иран на уступки не идет. Поэтому над криптовалютным рынком все это время висит дамоклов меч в виде риска прямого столкновения этих стран. Если этот риск реализуется, то мы увидим сильную и резкую коррекцию криптовалюты, вероятно с таким же резким откупом, потому что эта эскалация вряд ли будет долгой. Третья причина – это новый глава ФРС, Кевин Уорш. О нем я писал у себя в телеграм-канале сразу после его выдвижения Трампом. Ссылка в описании. Там я реагирую на ключевые финансовые события гораздо оперативнее, чем на YouTube. Трамп с самого начала своего президентского срока критикует Джерома Пауэлла за медлительность и нежелание снижать ставку ФРС. Поэтому все ожидали, что новый глава ФРС будет мягким парнем, который без лишних слов снизит ставку ФРС до нуля. И все останутся довольны. Но ирония в том, что на роль нового главы ФРС Трамп выбрал жесткого ястреба, на фоне которого Пауэлл был еще очень мягким. Уорш известен как ярый противник печатного станка и политики количественного смягчения – QE. Главный приоритет Уорша – это сильный доллар и низкая инфляция. А все это физически невозможно при низкой ставке ФРС. Из плюсов здесь только то, что Уорш положительно относится к биткоину. Четвертая причина – это глобальный рисков. Капитал просто бежит от риска. Снижается не только крипта. На следующий день после выдвижения Уорша мы увидели исторический обвал. Золото рухнуло на 14% за один день, а серебро почти на 40%. Принято считать, что драгоценные металлы – это защита от кризиса. Но это не совсем так. В разгар мирового финансового кризиса золото обвалилось на 35% за полгода. И механика рынка здесь очень простая. Когда начинается паника, инвестор продает все подряд, чтобы выйти в кэш. Цепная реакция бьет по всем активам без разбора. В периоды такой финансовой нестабильности всегда растет только один актив – доллар США. Пятая причина – чистая макроэкономика. В начале февраля вышли худшие за 5 лет данные по числу открытых вакансий на рынке труда США, так называемый отчет Джоудс. Фондовый рынок США эти данные переварил быстро, но для крипты они стали дополнительным ударом. Останавливаться на этой причине особо не будем, так как макроэкономические данные устаревают за неделю. Если будут какие-то важные апдейты, то я публикую это в телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропускать. Шестая причина самая жесткая и самая скрытная для глаз. В прошлых роликах я уже предупреждал. Рекордный обвал крипторынка уничтожил капиталы целого ряда фондов и маркетмейкеров. Теперь они вынуждены продавать по стакану все криптовалюты, которые у них есть, чтобы покрыть хотя бы часть своих долгов. Это классическая спираль смерти. Если вам заходит аналитика без розовых очков, ставьте лайк. Это продвигает правильный контент. С причинами разобрались. Теперь к главному. Что ожидать от биткоина и альткоинов прямо сейчас? Достигли мы дна? Или это только начало снижения? Если коротко, среднесрочного дна по биткоину мы еще не достигли. Но и в закреплении ниже минимумов начала февраля, а это отметка в 60 тысяч долларов, я в ближайшее время не жду.
После такого резкого снижения биткоин почти гарантированно застрянет в боковике на длительное время. При таких движениях боковик обычно длится не меньше месяца, после чего цена уходит еще ниже. Нечто похожее мы уже видели с ноября 2025 года по январь этого года. Тогда именно такой сценарий я и описывал в ноябрьском ролике. В рамках этого боковика я жду отскок биткоина к 74 тысячам долларов. Здесь находится верхняя граница сильного уровня сопротивления и максимум марта 2024 года. Говорить о походе выше этой отметки пока преждевременно. На текущий момент это предел. Конечно, если завтра произойдет чудо, Пауэлл снизит ставку до нуля и обяжет ФРС каждый месяц покупать биткоин на баланс, тогда да, полетим. Но вы сами понимаете вероятность такого сценария. Ровно 0%. Если быки все же проявят невероятную силу и смогут закрепиться выше 74 тысяч долларов, то следующая цель 81 тысяча долларов. Но, повторюсь, пока эта цель не актуальна. Если что-то изменится, я оперативно напишу об этом пост у себя в телеграм-канале. Как это часто бывает в подобных ситуациях, боковик завершится сильной реакцией медведей и уходом биткоина в следующий ценовой диапазон, в зону ETF. Это диапазон 40-43 тысяч долларов. Там сильный уровень поддержки. Именно на этих отметках в январе 2024 года состоялся листинг спотовых биткоин ETF. Уже там мы будем смотреть, дно это или нет. Все будет зависеть от характера этого снижения и ситуации на фондовом рынке США. Но скажу сразу, целью по фигуре голова и плечи, о которой мы говорили в начале ролика, выступает отметка 37 тысяч долларов. Поэтому я ожидаю, что зона ETF будет лишь временной остановкой, а не финальным дном этого медвежьего рынка. Таким образом, мой сценарий – это длительный боковик с отскоком к 74 тысячам долларов и последующее снижение к зоне ETF. Дальше уже будет апдейт по ситуации. Единственный нюанс – если отчет Nvidia окажется сильно хуже ожиданий, а Трамп реализует свой план Б с Ираном, то мы можем фитилем сходить ниже 60 тысяч долларов, немного обновив минимум начала февраля, чтобы собрать ликвидность. Но дальше все будет развиваться ровно по тому же сценарию, который я только что озвучил. Теперь альткоины. Тут порадовать мне вас нечем. У меня на канале есть большой разбор эфириум. Многие писали там в комментариях, что я настроен слишком пессимистично. Но реальность оказалась еще хуже. Альткоины выглядят предельно слабо. После 10 октября в них просто нет новых денег. И силу альткоины обретут только после финального снижения ставки ФРС. Я говорил это в прошлогоднем ролике про невозможность альтсезона в текущих условиях и буду повторять до тех пор, пока ФРС не снизит ставку хотя бы до 1%. Особо тут нечего добавить. Как вы видите, после октябрьского обвала я перестал снимать обзоры на альткоины. Хотя у меня уже написано несколько сценариев. Dash, Arbitrum, всему свое время. Еще минус 50% с текущих отметок по многим альткоинам – это абсолютно реальный сценарий. Часть проектов просто не переживет этот медвежий рынок. Почему? Большинство альткоинов сейчас либо в слабых руках, либо в руках фондов, которые закупались далеко не на хаях. И часто просто вынуждены лить их по стакану ради ликвидности. Та самая причина, о которой мы говорили раньше. В таких условиях на устойчивый рост широкого рынка альткоинов рассчитывать не приходится. Да, на отскоке биткоина некоторые монеты дадут локальный рост, но глобально тренд нисходящий. Но знаете что? Любой медвежий рынок заканчивается. За темной ночью всегда наступает рассвет. Просто у нас на руках сейчас нет часов, поэтому ждем сигнал от солнца. Берегите капитал и удачи, друзья!